Всем привет! Сегодня описание нового сорта, который называется ваниль. Ну что ж, мы пробовали его аналог, это был пломбир. Давайте пробовать ваниль. Начну с небольших кусочков, ну и большие, конечно же, попробую. Такс. Что ж, давайте по описанию. Описания как такового изначального нету в интернете, так как сорт новый. Поэтому буду описывать сам. С виду он максимально марок. Даже если это делаем в разрезе, то есть сверху это может быть меловая пыль и так далее, да? В разрезе все-таки самый лучший момент, где можно проверить, насколько он маркий. Этот мел довольно очень сильно маркий. По цвету он идет такой темноватый немного, не прям белоснежный какой-то белый, потому что это не сухой сорт, не песочный сорт. Это жирный сорт, что-то ближе к глиномелу. Дальше идем. Вкрапления у него есть, но они такие прям точечные, очень-очень мелкие. Откусывается он как? Откусывается данный сорт средне. За тяжко откусывающимися мы назовем такие сорта, как, допустим, Ватутин. За легкими назовем, допустим, Белая гора. Этот сорт средний будет. Как, допустим, тот же... Ой, что я сказал, Ватутин? Подвисло мы возьмем за высший сорт. А сорт ваниль, ну, откусывается, наверное, как просто обычный Ватутин. Может, чуть потяжелее. Или тоже Васильполье. По вкусу. По вкусу он схож. Вроде бы хочется сказать обычной средней жирности сорта. Но с виду он похож на какой-то будто глиномел. Хотя
Возможно, это и есть глиномел, потому что у него есть отголоски и характеристики сорта глиномела искушения. То есть искушение это довольно твердый очень сорт глиномела, да, но не настолько, как подвислое. Потому что для меня искушение лучше подвислого, так как подвисло идет очень твердый сорт, один из твердых самых сортов глиномелов. Но он хрустит недолго и уходит в кашицу, небольшое залипание там присутствует. А искушение идет такое, что ты его когда кушаешь, оно откусывается чуть легче подвислого, но крошка держится именно подольше. И он такой рыхловатый немного, залипания вот этого уже нет. Так вот, будто бы искушение это такое, вторая будто часть какого-то подвислого, да? А вот это будто самый легкий какой-то глиномел. Чувствуется хорошая сливочность. Прям очень жирный такой. И рыхловатый, как искушение. Крупинка держится, в принципе, хорошо. Так же, как и у всех обычных жирных сортов. Но вкус. Теперь про вкус. Здесь есть отголоски побелки, но при этом сам вкус это именно вкус глиномела. Потому что также есть вот эти вот небольшие проценты, чувствуются глины. При запивании водой раскрывается такой довольно хороший сладковатый привкус. Он здесь не с перебором, поэтому он тут в самый раз. Ну, подобных сортов, мне кажется, я еще не встречал. Именно с отголосками. Вот, прям вот, если есть, допустим, сорта Святик и горные глиномелы, у них буквально процентов 10 всего находится глины. То есть в основном это все-таки как мел они идут, мне они очень нравятся. Но, тем не менее, называются они как глиномелы, да? И здесь также. Для меня это глиномел, в котором глины, ну, буквально 5%, которые ощущаются только во время вкуса при хорошей длительной просушке. Поэтому, ребята, кто пробовал сорт ваниль, напишите, пожалуйста, в описании или там в комментариях, да, что вы вообще думаете об этом. Потому что, ну, для меня это все-таки глиномел с 5%, допустим, глины. Он идет довольно жирный, очень прям такой сливочный, без залипания, вообще его практически нет. Средней твердости, сероватого цвета. С виду он весь такой, будто бы, как сказать, не жесткий, а рыхловатый. То есть жесткость в нем вообще не ощущается, вот именно потому, что он сливочный, жирный. Вкус еле-еле ощущается к побелке. В основном вот вкус классического будто бы мела, но глину ты с привкусом, с таким небольшим ощущаешь. Мне он очень сильно понравился, потому что Святик это прям один из любимых моих сортов. Святик это глиномел, как только что объяснил, да? Глиномел, в котором большинство находится это мел. И здесь также. Я не любитель, допустим, подвислого или искушения. Козье молоко мне, кстати, понравилось из глиномелов. Но вот этот глиномел, это прям вообще вау. Давайте еще им похрустим. Посмотрим. У мелких может быть другой вкус.
как крошка, она вкус лучше раскрывает и показывает. Сейчас у меня все грохнется. Охренеть, какой он просто сливочный. Да, я оставляю такое описание. Сероватого цвета, с точечными вкраплениями, средний откусывается, очень жирный и сливочный. 5% оставляю глина, 95% в нем мела. Ну, это я свои ощущения вам конкретно говорю, да. Вкус побелки. При откусывании, в принципе, вкусовые вот эти ощущения. Я чувствую действительно классику вот эту меловую, да. Ну, также здесь присутствует для меня и глина. Мое описание и вердикт вот такой. Но вы пишите, кто пробовал сорт ваниль. Ну, он не просто так называется ваниль. Пломбир у нас белый, ваниль у нас сероватая. Поэтому всех жду в комментариях. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, потому что половина зрителей смотрят мои ролики без подписки, а так не делается все-таки. Поэтому жми лайк, подписывайся на канал. До скорых встреч!